Юлечка привела в одну клинику. Такая клиника пластического одного хирурга в Тромзоне. Побывали сейчас в кабинете. Консультация бесплатная. Обращаемся к Юле со всей красотой. Но я буду рассказывать, обязательно делюсь. Это первый был доктор за сегодня. У нас еще две консультации. Поэтому поедем сейчас в другую еще клинику. Эта клиника понравилась нам, но будем выбирать. Лучшего специалиста мне надо по красоте найти. Знаете, какая мне пришла сейчас в голову идейка? Возможно, я создам закрытый чат в Телеграме, где будет платный вход, и где я буду делиться с желающими девчонками, которые боятся, может быть, с женщинами, которые переживают по поводу этой операции. Буду делиться своей историей от А до Я, как я подготавливаться буду, как я нахожу доктора, как я прохожу консультации. В общем, все мои шаги будут в Телеграм и мои рекомендации. Вот. Ну и потом в дальнейшем всю операцию я планирую делиться об этой операции. Потому что многие мне говорят, что ничего не надо делать, но как бы я вижу, что нужно уже делать. И многие стесняются говорить свой возраст, я не стесняюсь. И вообще не стесняюсь, в принципе, делиться. Вот, потому что сейчас я привожу свое тело в порядок. Вот, допустим, я занимаюсь с питанием, я уже разобралась, поменяла свои привычки. Так что вот я еще хочу до осени скинуть, подтянуть тело, витамины обязательно. И вот как бы не будем лукавить, да, что фильтры нас очень красивыми делают. Но видите, как фильтр подтемняет вот эту вот зону и делает такой ровный тон. Да? Давайте без фильтра глянем уже. А то все думают, что я такая красивая, мне ничего делать не надо. А вот она и реальность. Без фильтров. Посмотрите на лицо. Лицо уставшее. Видите, я это в синяках, меня Вахтанг сбивает. Подумают сейчас хейтеры. Я хожу на антицеллюлитный массаж. Поэтому смотрите, какие уставшие, да, уставший цвет лица, да, носогубки. Опущение губ уже идет. Ну и вот эта линия, она уже потеряна. Вот это угол молодости, про который я вам говорю, да. Вот, он уже потерял свою всю эластичность, надо заниматься шеей. Вот. Но так как я здесь ничего не колола себе никогда, не вводила филлеры, у меня лицо чистое. Как говорят хирурги, это чистое лицо, с которым можно работать и делать подтяжку. Ребят, ну еще одна клиника, да, еще один доктор нас vстретил. Doktor Muhammed Erkan. Şeyini yapıyorsunuz. Çok yani tecrümanlığı var sizde. Tabii. Kaç yıl gibi? 15. 15. 15 лет он уже занимается пластикой. С хорошими отзывами. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Teşekkür ederiz. Ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Я могу сделать небольшой комментарий. Давай. Этот врач обалдел от красоты Василины. Сказал, что ей не нужна операция. Он сказал, такое лицо я просто не берусь. Ни за какие деньги не продамся, чтобы его оперировать. Вот мужчина, да? Подход мужской, да, какой? Вообще. Сказал, Ника, в какую будет? Вы что? Никакую. Так что мы ушли. Но мы-то знаем, где нам надо подправить красоту. Поэтому будем идти дальше. В поисках счастья. В поисках счастья. Работает человек, видите, работает. Как Вахтанг, все время на телефоне. А я снимаю всех. Вчера мы вот тут ели сладости турецкие, прям на улице сидели вот и кушали. Vasilina Plinova. Anlamadım. Telefon numara mı? Yok Rus. Rusса туриста.
0545 517 1075. Şeyinin muayene değil yani konsültasyon için ücretli mi? Tamam, teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederiz. Василин, пока, если хотите, закроем это. И что мы тут делаем? Здравствуйте, зайчики. Здравствуйте, Вахтанг, как дела? Что? Хорошо. Так, ну что вы, Мамочку увидела, такая. мороженку поели? Да? Идем, Так, сейчас у нас прям. двигаемся в том направлении. За матрасами. Пойдем, есть? Все, Юля сейчас нас ведет. Нам нужен ортопедический матрас посмотреть и определиться с доставкой. В общем, ребят, подытожим сегодняшний наш день. Но он у нас еще не закончился. Мы с Юлей посетили 2 пластических хирургов. Вот. И хотели сегодня 3-го посетить, но уже не успели. Если мы здесь остаемся еще на сутки, то тогда завтра в 10 утра еще одна консультация в частной клинике. И будем думать дальше. Еще одни на сутки я с удовольствием. Тебе понравилось тут? На сутки отдавай. Ну, как Вахтанг скажет, вот так и будет. Если все арабы с Батуми уедут, будет вообще классно. Да, у нас сегодня ЧП случилось. У нас съехали постояльцы с букинга, да, Вахтанг, они? Да, снимали у нас апартаменты 2-комнатные и, в общем, убили номер так, что мы просто в шоке. Что вообще делать? Потому что кто это будет все возмещать, непонятно. Просто очень сильно напились, безобразно себя ввели. Как свиньи постоянно ведут себя вообще. Сломали раковины, там всю тут сантехнику разбили. Комнатные апартаменты на 4 персоны. Диван раскладывается. Здесь 2-спальная кровать. Шкаф небольшой. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Посмотрите, с высоты птичьего полета вы будете наблюдать с балкона этих замечательных апартаментов вид на море с левой стороны, заснеженные горы Аджарии с правой стороны, красивый наш стадион в Батуми, большой холодильник, вся необходимая посуда, микроволновка и вот такой санузел. Есть полотенцесушитель, не во всех номерах, тоже в Орбе есть полотенцесушители. Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Тут вы найдете все, что вы хотели. Юля сказала, вот этот магазин. Все, вот как вы мне сбрасывали, я вам могу прям зайти и показать все однозначно тут. Посуда, надо сюда обязательно зайти, на Майдане, вот этот магазин надо запомнить. В общем, Юлька, нам все дают эти явки и пароли. Вот если хотите, можем просто заходить. И вот это тоже, да? Тач. Ну тач, я знаю, постельное белье и вот эти декор мне очень Да, но у нравятся. них наверху. Декорашки вот эти золотые. Хотите, можем просто подняться на этот. И постельное белье таческое тоже, кстати, неплохое. Да, там был аутлет, аксессуарлар falan yukarıda mı? Yok. Outlet yukarı. Aksesuarlar burası. Tamam. У них нету. Это они открыли другой магазин Василий. А там аутлет именно тач был. Помнишь, мы Да, заходили? здесь был. Eskiden BF мы орда. Здесь BF, другой магазин был с этого. Они сейчас открыли тач. Что, зайка? Да, классно. Я люблю вот эти, мне дизайн, декор вот этот очень нравится. Пойдемте. Сковородку нам надо купить. Знаешь что, Юль, очки еще хочу посмотреть какие-нибудь. Солнечные. Солнечные. Вот на той На улице, скидке где мы- на- подождите, где-то, вот там. Мы видели 50% Где мы- скидка, да, 50-70%. сейчас солнечная везде на скидках. Можете заходить, в принципе, в любой этот. Они делают, ну, могут, конечно, иностранцев чуть-чуть поиграть там с ценой. Ценой, ну. Вернее, не то, что поиграть. Нас уже поиграли сегодня утром. Лишнюю порцию бургера нам написали с утра. Серьезно? Да.
Там, где мы тогда завтракали. Ах, Трабзон. У меня тоже есть одно место, где я хотела взять очки. Вот хорошие, там мы его прошли. Но это с вами посмотрим. Посмотрим позже. Ну ты ролики посмотрела, да? Наши, которые я выставила. Я открыла, честно вам скажу, и закрыла. Как увидела, что там на весь экран моя физиономия, почему... Я на самом деле не такая. Потому что камера, ребят, мне всё Камера время увеличила меня в 5 раз. Василина в раз 10 меня килограмм. Юль, 10 килограмм камера Мне, по-моему, прибавляет. наверное, килограмм 17-20. Я прям я, честно говоря, закрыла и аж застеснялась. Но папа меня, дай мне посмотреть. Я говорю, не дам тебе ссылку. Он там искал. Я открыл Василина, ты же говорила, Василина. И я, говорит, нашел сам. Ну, короче, смеялся, конечно. Говорит, что ты там расскажешь? Я говорю, ну, я не привыкла к камере, говорю, поэтому... Да нормально, естественно. Естественно, Всё да, у нас здесь естественно. все естественно. Да. Вау. Милан, замуж будешь выходить? Мы тебе такое платье. Королевское. Нет. Нет? А какое такое хочешь? Нет. А золото хочешь? Муж у тебя хороший будет? Если выйдет замуж за турка, ее одарят золотом. Золото не хочешь? И бриллианты не хочешь? А что хочешь? Выйдет за грузина. За грузинов? О, слышали, грузины? Юль, слышь, что дочь моя говорит? Я, говорит, не хочу за турка, я за грузина выйду. Понятно? Вот она. Невеста скоро будет вам, грузины. Будем отбор жесткий проводить. Идет ко мне эфир, и мы будем с вами, подписчики, говорить, как вам Грузия там. Но детей вообще на самом деле ничему не надо учить. В Грузии все сладко. Там другой мир будет, очень красивый. Одна женщина выбрала деньги, и теперь у нее нет любви, потому что она выбрала деньги. Они были грузины и пинали собаку. Как так можно? Если вы любите собак, я очень-очень рада. У нас Вахтанг, вы видели, как он там, сердцебиение было. Здесь он создал Бог курить. Ну, вся Грузия мне нравится, кроме воров. Отца, когда мне 14. Ты в 14 замуж собралась, что ли? Да? Значит, рановато, наверное, в 14. А где Юля? Подожди. Я тоже решила по камеру с этой стороны хоть вас показать. Такие яркие. Расскажи еще. Бамби и Ятыш. Филиалов много, но только 2 марки. Таких, то есть проверенных, которые Качественно. реально... Они тут годами, я не знаю, по-моему, одни около что-то 90 с чем-то лет у них тут идет уже. От прадедов... Семейный внуков, бизнес, да, такой? Большой концерн у них. Пойдемте. Милана, руку давай. Ребят, в общем, мы в поисках матрасов. В Батуми мы не нашли матрас ортопедический, тот, который нам нужен, жесткий. Что, ехали в Батуми? В общем, а здесь какой-то семейный бизнес. Смотрите, тут вообще что? Пружинные блоки какие-то. В общем, ребят, Производство, есть да? Бамби, есть рядышком матрасы Ятыш. Здесь шоурум. Они нас, мало того, что все покажут, конечно, здесь в разрезе, мы еще здесь и можем полежать. То есть Вахтангу, как вам посмотреть. Пылесос, мама, Такой магазин матрасов, подушек. Угу. Мне такую подушку купили. У нас дома много подушек. А такой нет. Рарон надо. Вас, говорит, очень сильно утомит, очень сильно это, если как наденешь.
Сейчас он жестче стал. Жестче стал, потому что, видите, здесь как регулируется жесткость за счет вот этих трубочек поролоновых. Вот так вытаскивается, становится мягче, затаскивается самая жесткость, и можно полностью эту трубочку вот так вытащить. Вахтанг, а попробуйте. И вот будет, чуть-чуть и можно как бы- через одну или в какой-то зоне ее регулировать. Да, вот Вахтанг лег, посмотрите, и нету даже этого, когда он лежит. Никак абсолютно не меняется положение матраса. Угу. Şimdi bu kavradığı için bu sefer belde ağrı olmaz. Anladınız mı? Bundan daha serti zaten olmaz. Olduğunu düşünün, saatlerce bunda yatacak ya, o sertlik ondan sonra o da ağrı yapar onda. Bu Да, она normal. говорит, посмотрите, это Şu yatak herkese sert geliyor, bir tek bunlara herhalde. говорит, Daha сколько, sert говорит, olmaz люди yani. говорят, я сколько здесь работаю, кто, говорит, не приходил, говорит, все, ой, это, говорит, доски, доски. Никто, говорит, этот матрас, говорит, первый раз люди говорят, что он не жесткий, говорит, они просто, такого, говорит, я не видела. Смотрите, говорит, она ложится, говорит, под ней идет маленькая этот по Çünkü телу. yay sistemi paket Если, говорит, yay. вообще будет просто вот на твердом этом, если у вас не вообще проседания никакого не будет, то, говорит, одну ночь вы поспите, а на следующую ночь вы уже не захотите ложиться на этот Получается, твердый он матрас. поролон, да? Orada sadece sadece paralonlar mı? Ne var içinde? Yaylar var, o en altta yaylar var bakın. Вот то, что есть. O yay da Посмотрите. paket yay. Normal yay değil. Yaylar paketlerin Пружины, içinde. но они, каждая пружина в Omurgayı отдельно. destekler. O yayların özelliği şu omurgayı А destekler. после этого, видите, вот он как сделан. Показаны все начинки. Но каждая пружина в отдельном этом блоке. Помню по своей работе в этом. Но у нас Я тоже если пружины, делала, поэтому то как бы с я пружинами они Если- у нас вот так вот. Şey diyor, bunlar yani böyle olmaz mı sonra? Onlar paket. Потому что они в Paketlerin пакете. içinde. Каждая, говорит, в отдельно. Sadece onların paketi değil mi? Понимаете, что имеется на виду? Когда каждый в чехле, вот ваш матрас. Вот легла Василина. Василина легла, и она занимает только вот это. То есть остальные не играют эти. Вот что значит в одном чехле. Вот вы легли, остальные не меняют свое положение. Поэтому они каждый отвечает за свою зону. Нету такого, что у вас начинают играть они в разные стороны. Вот поэтому вот он, раз. Şu an açıkta yok ama bütün modelleri Он var. не будет перетягивать, да? Да, он не будет притягивать. Вы куда бы ни легли, оно лежит на своей этой. Yok şu an mağazada. Ну вот по всем Как отзывам. происходит? Я вот так вот, допустим, ложусь, и вот так вот получается, как гамак. Мгм. А нет, здесь не может быть из-за пружин каждый свой. Bana başlık yatak olarak mı olacak abla? Бесхозный сумки. Волн минеральный сумки. Liradan başlıyor 13.000'e kadar çıkıyor. Волн минеральный, это значит вот минералы какие-то. Магнетик кум этот делан. Магнитный делается. песок. Магнитный песок. Минеральная соль. Вот из чего делается латекс наполнение? сунгер. Это вот наполнение из чего делается, да. И сам вот этот капок. Что это? Что такое Что-то капок? капок. Кто знает, ребят? Что-то из чего, видимо, что-то очень твердое. Смотри, когда стану старым... Сейчас спросим цену и пойдем вниз. А смотри на его футбол. Мила, Матвей, просто тебе футболка на Bunlardan один gelecek день. açacağız Посмотри. mağazaya. Да, мам, я видел, это из-за... Я ему просто мороженое даю. 160 на 2 ваша кровать? Или фьюзаут мешки? Sadece yatak olacak değil mi? $8.600 pahalısı o. Самый дорогой матрас это вот этот матрас у них. Он говорит, он в самом низу, можете посмотреть цены. Разделить на 17 и 7. Василин, самый дорогой матрас в этом бренде стоит $470. Ребят, еще один магазин матрасов, постельное белье здесь, Хочешь носить? одеяло. Классные такие. Ну, какое хорошенькое. Одеяло. Да. Какой запах нового. Hoş geldiniz. Лали сюда нам. Нам тут все трогала. Лали. İsterseniz şöyle uzatın. Кладите ноги, пожалуйста,
Вот там. А, вот это жесткий. Кажется, жесткий. Ну-ка, посмотри. Какой? Твердый, да? Тут все матрасы тверденькие. Какой-то шелковый. This cash card, flat. Кэш. Okay. Мам, да, здесь все жесткие. Жесткие. Такие вот подложки. Мам, жесткие это вот это. Мам, какой матрас? Классные вот эти одеяла, такие приятные вообще. Ткань такая классная. Пледики. Зайчик, я скоро буду этот. Я скоро буду этот тогда. Пледики, постельное. Такой плед мы купили в прошлый раз. Зелененький, хороший. Натуральный. Ой, как я люблю раньше же. У меня бренд же еще, ребят, был постельного белья. В Владивостоке я изготавливала именное вот такое постельное белье с надписями. Краской, которая вот такой вот монохроме мы делали постельное белье. И отправляла я даже в Германию, в Австралию, в Неаполь я отправляла из Владивостока через Инстаграм. Прикреплю свою страничку. Если интересно, посмотрите, чем я раньше занималась. Ткани из Китая. И у меня сначала девочки на дому шили такой эксклюзив, а потом уже я на фабрику отдавала, и мне на фабрике шили постельное белье, на которое мы потом наносили рисунок. Вот такой монохромный. Всякие разные. Помните, как я подушки мама ваша шила постельное белье? Мама, можешь сегодня шашись какой-то? И вот такие вот всякие наволочки мы именные делали, одеялки на выписку из роддома мы делали, вот такие всякие, только с рисунком. Вышивку тоже, правда, делали, но в основном наносили рисунок черно-белый или цветной. Мы изготавливаем наше постельное белье во Владивостоке, а ткани тщательно отбираем и закупаем на текстильных фабриках Гуанчжоу. Наше отличие в том, что мы изготавливаем персонализированное постельное белье. Мы постоянно придумываем что-то новое. Дизайны с мандалами здоровья, успешного бизнеса, семейной гармонии, постельное белье для врача, учителя, капитана дальнего плавания, любимый персонаж и сказки, которые вы читаете малышу перед сном, тексты из любимых книг, клятвы молодожена. Если вы не знаете, что подарить человеку, у которого все есть, ищите подарок на свадьбу, юбилей, годовщину, на выписку из роддома. Такое белье станет отличным подарком. Потом и дешевле получается. Да? Да. Ну вот в Батуми один только матрас мы нашли за $400, да, Вахтанг? Там получилось 1200 лари. Угу. Там. Вот, ну там мне показалось какое-то вот это вот покрытие искусственное. Такое. Но он жесткий был. Этот жесткий? Нет, мы в Батуми нашли один всего лишь матрас. 1200 лари мы нашли. Жесткий. За $400. Как называется фирма? Дюсон или как? Дюсон А это за какой-то. сколько? Это она 8200 говорит. 8200 это где-то $480. Ну так же, как там, 470. Как и там, да.
17, пускай сегодня 7. 463 доллара. Мгм. Плюс еще его привезти туда. Şeyinin acaba teslim edebiliyor musunuz siz? Biz yani şeyinin teslim derken yani Teslim ediyoruz Ara- nereye? yani arabaya kadar ne kadar mesela olur mu? Nereye istiyorsun? Onlar Batum'da yaşıyorlar. Tabii ki Batum'a kadar şeyin galiba yoktu. Ama saat ne kadar mesela? Yok yok biz acilisi yok. Yeter ki biz diyoruz ki yani yeter ki binelim yani. Вот сатин классный. Я люблю вот такой гладкий, плотный сатин. Тяжелый такой. Красивое здесь белье постельное. Пледики. У Вахтанга сестра, у нее №1 магазин по коврам и текстилям она тоже занимается. В Грозном у них огромный магазин. Ну, вообще это сеть. И в Москве все звезды покупают у нее ковры и текстиль. Сейчас еще и мебель. В общем, Лали у нас тоже молодец, родственница. Привет ей, если посмотрит видео. Вот она идет. Оригинальные декоративные элементы, такие как ковры, способны придать определенный характер любому интерьеру. Его можно повесить на стену, можно положить на пол. Об этом лучше всех знает победитель номинации «Лучший интернет-магазин ковров России» Лали Кварц, дизайнер ковров официального бренда Лали. Лали Кварц – первый и единственный дизайнер ковров в России, работающий под собственным брендом Лали. Соучредитель компании сети ковровых магазинов «Династия Хан», обладатель премии FB «Бизнес-леди года 2021». Девиз компании «Ковры-самолеты в сказках», а сказочно красивые ковры в «Династии Хан». Какая вы, как будто из восточной сказки к нам пришли. Прилетели на ковре-самолете. Мне уже нравится каждый год получать от вас такие комплименты взаимно. Очень. Я тоже обожаю вот этот весь текстиль. Прям очень мне нравится. Такой бизнес. Да. До границы бесплатно, до границы, до дверей, до турецкого. Ага. Сальпи, говорит. Оттуда надо нам узнавать, оттуда кто их. Границ надо узнавать, растаможка нужна или нет. Растаможка сколько будет стоить Да. и сколько И будет как это там перевести, то есть это Потому что надо- все, она говорит, абсолютно все, что вы здесь видите, мы можем в вакуум упаковать, и вы повезете в машине, говорит, кроме матраса. Ну да. Матрас, к сожалению, не это. Зачем? Буря и пьяна. Bej mi? Мгм. Bej rengi bir saniye getireyim ben var. Вот такой, говорит, сатин. И тут с одеялом. Фиат Буму Orada evet çift kişilik mi 600 olacak? лари. Tamam. 600 600 лир. лир. 600. Evet, 600 лир. Это сколько у нас сейчас, скажем? Давайте посчитаем. 20, 30 долларов, 35 долларов. 35 долларов? 550 лир есть. Такие комплектики. 600 разделить на 17 и 5. 6. 35 долларов. Юлечка, смотри, мы зашли в магазин. Да, я смотрела. Я, короче, себе очки хочу. Рыбу, мне вот эти понравились. Такие легкие, тонкие. Короче, смотри, какая цена. 1097. Дисконта нет на них. И вот такие еще есть. Фурла. Смотри. Такие стилевые. Без шляпки. Короче, они с дисконтом будут 1800 лир. Такие цепочки есть по 150. И вот такая цепочка классная на ушки. 250. И побывав вот так проездом в Батуми, я влюбилась в этот город. Поэтому приезжайте,
гуляйте здесь, подумайте, может быть, как-то, что вам, может быть, получится сюда приехать на время, попробовать себя здесь. И для этого у нас есть такая сейчас услуга, так как все эти 2,5 года я вела этот канал, и ко мне стали, почему я поменяла свой род деятельности, да, с парикмахерского искусства я перешла в консультации, мне стали люди звонить вот с YouTube-канала, с Instagram-странички моей, помочь. Сначала я это делала совершенно бесплатно, и в какой-то момент я осознала, что 5 часов в день я трачу просто на телефонные разговоры, пытаясь людям объяснить, помочь, рассказать. Вот. И потом я просто села в один день и написала один скрипт, и что мои консультации платные. И вот таким образом сейчас... Энергия должна... Да, сейчас просто у меня такая деятельность, и отвечая на одни и те же вопросы ежедневно, с Вахтангом мы уже консультируем по иммиграции, мы создали гайд. Этот гайд о иммиграции, о отдыхе и жизни в Батуми. Так как мы локально находимся здесь, в Грузии, но мы в этом гайде расписали очень все подробно. Это 70 страниц, где собрана вся информация по иммиграции в 2022 году. Пожалуйста, обращайтесь, пишите мне все мои контакты, все наши странички в социальных сетях в описании канала и под каждым роликом. Все телефоны под каждым роликом находятся, поэтому обращайтесь. И этот гайд, возможно, вам поможет, ответит вам на вопросы ваши, развеет сомнения. Кто уже смотрит этот ролик, уже переехал в Батуми, есть еще один дополнительный гайд, где мы собрали весь наш опыт, тоже и собрали телефоны специалистов, которые уже вот проверенные нами за это время, так как Алена сказала, здесь были и сейчас остаются еще некие проблемы, да, с сервисом, допустим, с теми же ремонтными работами. Когда люди приезжают, покупают здесь недвижимость и ищут специалистов по ремонту, по отделочным каким-то материалам. Также специалисты в бьюти-индустрии, девочки приезжают, часто не могут найти мастера по маникюру. Мы собрали это в отдельный гайд, контакты проверенных специалистов в Батуми. В общем, тоже не стесняйтесь, обращайтесь, мы вам предоставим такую информацию, уже структурированную, со всеми контактами, телефонами. Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайки. Шерьте обязательно.